Друзья, много-много людей сегодня в метро. Я сейчас пересаживаюсь на вагон специальный с такой остановкой. Disneyland Resort. Я переживаю и волнуюсь. Сейчас ждем все этот вагон. Я вижу, что сегодня много людей, хотя я выбирала будний день для Диснейленда. Дело в том, что у меня скоро день рождения, послезавтра. И я решила отметить его в Диснейленде. Хотела пойти в свой день рождения на Диснейленд, но в итоге мы решили улететь из Гонконга. Это первое, потому что здесь все-таки немножко дороговато находиться. И вторая причина, то что мое день рождения будет в пятницу, а это такой час пик, что обозначает это такой пиковый день, когда точно очень много людей. И я выбирала обычный день будний, чтобы было поменьше людей. Но вот сколько людей только на остановке, и я не представляю, что там будет происходить, потому что это же только, я не знаю, это только вот сейчас. Что будет через час, через 2 часа, потому что на улице сегодня впервые за 10 дней хорошая погода, вышка, солнышко, ну я в шоке. У меня столько эмоций, я еще не видела этот парк, но мечтаю там побывать, я никогда не была в Диснейленде. Ну что ж, сейчас придет вагон. Я думаю, что он придет даже чуть-чуть позднее, потому что открытие парка в 10:30, а время сейчас 10. Приехал первый вагон, видимо, вообще первый вагон за сегодня. Все просто забегают, чтобы поскорее сесть. А еще у нас, смотрите, здесь такое окошечко в виде головы Микки Мауса. Наконец-таки едем в Диснейленд. Просто как в моей игре Микки Маус на силе, которую я играла в детстве. Просто все бегут, как будто бы все чего-то знают того, чего не знаю я. Что это за количество людей? Просто шок, ребята. Я даже не знаю, хорошо ли, что сегодня хорошая погода, либо это не очень хорошо. Некоторые просто бегут по лестнице, даже не дожидаются эскалатора, лишь бы быстрее пробежать к кассе. Гонконг Диснейленд Resort. О май гад, о май гад. Так, откуда вы уже взяли все эти ушки? Я не понимаю, где вы взяли эти ушки. Интересно, ты глупо расплакаться, когда видишь значок Диснейленда? Не знаю, это просто такое детство, знаете, когда все такое сказочное в телевизоре. Это, не знаю, это очень круто. Конечно, это не парижский Диснейленд или американский. В Америке, кстати, 2 Диснейленда, а в мире вообще всего 6 парков Диснейленда. 2 из них в Китае, это в Гонконге, и 1 из них в Шанхае. В Гонконге считается парк самым маленьким, но здесь очень много сказки, волшебства вокруг, придают красивую атмосферу. Я очень, конечно, надеюсь, что не будет больших очередей на аттракционы, потому что в том числе я бы хотела и на аттракционах покататься, не только на шоу посмотреть. Сейчас нас встречает фонтан. Здесь Микки Маус на рыбке. Кирилл, кстати, отказался пойти в парк. Он не очень любит такие места. Ну и стоимость билета $100, хотя это не так много, как казалось бы. Но тем не менее. Гуфи. Это я еще не у кассы. Это мы прошли только ко входу. А сейчас у нас будут проверять билетики. Я заранее покупала билет. Не так просто все сделать. Хотя говорят, что можно прийти и на кассе все купить. Не уверена. Потому что в парке тоже бывает ограниченное количество мест. Поэтому помимо того, что в интернете нужно его купить, нужно его еще зарегистрировать на определенный день по календарю. И нужно учесть, что парк работает не каждый день.
Поэтому нужно смотреть его специальный график. Вот, то есть вы покупаете билет и потом за 90 дней до посещения парка должны его зарегистрировать. Я делала все это за 2 недели до посещения парка. Заранее был куплен билет на сегодняшнее число. Делала я это через агрегатор, чтобы чуть-чуть сэкономить. Стоимость 639 гонконгских долларов в обычный будний день. Так, у меня здесь детский сад. Рядышком со мной, смотрите, сколько детей. Ну, это китайские дети, не филиппинские, поэтому они не такие милые и дружелюбные. В большинстве случаев они меня даже и не понимают, потому что не знают английского языка. Ах, да, я вам забыла сказать. Значит, официальный билет стоит 639, а через агрегатор 609. Друзья, это получается касса. Я даже не знаю, нужно ли мне стоять, потому что у меня есть QR-код. Я подумала, что мне нужно будет стоять еще в очереди кассы, чтобы показать свой электронный билет, но нет. Мне сказали проходить с моим билетиком. Вот это получается очередь на вход. Или я не уверена, сейчас узнаем. Очередь на вход еще больше, чем в билетную кассу. Но ничего, мы сейчас... Даже не понимаю, куда точно. Будем смотреть. Мне кажется, я выбрала одну из тех очередей, которая быстрее продвигается. Будем смотреть. У нас проблемка. Очереди огромные. Очередь просто, чтобы сфотографироваться с Микки и Минни Маусом. Находимся с вами на площади Мейн-стрит. Всего Диснейленд делится на 7 зон, на 7 территорий, я бы так сказала. Все они разные. Это самое главное. Даже не знаю, тратить ли время на магазины. Даже там очереди. Я боюсь, там даже очереди на кассу. Да, все верно. Все верно. Так, я нашла ушки. 169 гонконгских долларов. Это 1700 рублей за такой ободочек. Я реально не знаю, хотела ободок купить себе, но что-то прям и дорого, и в очередях стоять не хочется. Может быть, сейчас люди немножечко рассосутся, потому что сейчас открытие только. Не знаю. Есть еще Marvel. Реальные ободочки вот такие. Сейчас посмотрю стоимость. То 169. Прикольно. Блин, но за 2000 рублей ободок. Это будет мой самый дорогой ободок в жизни. Купила ободочек. Стоимость такого ободочка 129 гонконгских долларов. Это 1900 рублей. Они есть разных, миллион вариантов, но это такой чуть-чуть побюджетнее. Ну и такие больше классические. А так вариантов здесь много. За 2000 рублей, за 3000 рублей. Есть светящиеся с блестками. Сейчас мы подходим к замку Диснейленда. Кстати, есть еще приложение. Я его поставила отдельно. Но пока еще не запускала. Хочу вообще понять, что да как, разобраться. Вот за что я люблю эти парки, так то, что здесь у всех всегда хорошее настроение, ты идешь и кучу улыбок видишь, и от этого уже настроение бомбическое. Ни на одном аттракционе спустя час я не прокатилась, но есть ушки, есть хорошее настроение, есть красота вокруг. Я не знаю, сейчас я попробую посмотреть через приложение и попытаться найти хоть один аттракцион. Решила сначала отправиться в Adventureland, так как пока не могу найти Гризли, хотя хотела сначала в Гризли сходить. Здесь немножко атмосфера Бали, или Таиланда, точнее, Будда. Да.
Так, здесь очень много разветвлений. Ну, давайте попробуем что-то найти. В Adventureland есть остров Тарзан, где он сам проживает. Можно отправиться на речной круиз к нему, и сейчас я хочу это сделать. Очень большая очередь на Jungle River. Ну а что делать? Придется стоять. Но есть одна фишка. Отличие вот этих вот очередей, то что на одном там может быть английский язык, на другом китайский, и еще был какой-то один, я не поняла, но если бы был, например, испанский, я могла бы еще на испанский зайти в лодку. То есть как бы от редкости языка зависит очередь. Так как я одна, меня как-то быстрее пропускают, что ли, я даже не знаю. Так, я даже не знаю, где лучше мне выбрать место. Либо спереди, либо сначала. Наверное, сначала. Hello, please don't move all the way to the front. Nothing to see here now, except your beautiful skaters. Me. Okay, please take a seat. Yes. Так, присели. Hello, everyone. Hello here. It's a little bit dangerous if you swim in this river. You will have your magical experience in your entire life. Okay. Okay, this river has more than 4,000 kilometers long, but it's okay. Your favorite no shortcut, so pretty too. Okay, hello, please. Thank you. Don't stand up, thank you. Okay. It's so wonderful his house. So adorable, isn't it? Издалека я подумала, что они настоящие. It's a little bit dangerous. If you look at your left side, this is the second single telephone in this operator. Do you know who is the first single telephone? On your right side is his wife actually. Такое было приключение. Мы видели и гиппотамов, и слонов. Изначально даже подумала, что это настоящие. Настолько хорошо сделаны они. Так, с нами прощаются. Это была моя первая активность. Называется «Сплав по реке». Представляете, я что-то шла и быстро очень вышла. Возможно, я пропустила какие-то локации в Adventureland, поэтому я сейчас хочу еще раз пройтись. Но получается, что основной здесь именно это сплав по реке. Единственное, что пишут, что вы увидите дом Тарзана. Ну, может быть, они подразумевают, что вообще весь этот парк, как, ну, вот это вот Adventureland, это дом Тарзана. Потому что здесь, видите, есть и барабаны, по которым можно постучать. Различные фотолокации. Дымящиеся тотемы. Sorry. Это вот мы с вами прошли ту часть, где как раз таки проходит справа сплав по реке. Ну да, я думаю, что основное это вот здесь. Вот, вот Тарзан Трихаус. Кстати, здесь проходит еще фестиваль Короля Льва в 2 часа дня. Сейчас время 12. Туда я попозже отправлюсь, причем нужно приходить пораньше, иначе можно не попасть на него. Будет обидненько. Здесь можно сфотографироваться у дома Тарзан. Вот его дом. Получается, что внутрь туда никак не попасть. Здесь будет проходить фестиваль Короля Льва, но это будет в 2 часа дня и в 4:30. О, вот, получается, что
есть рафтинг к дому Тарзана, но он закрыт сегодня. Типа, приходите в другой день. Нормально. То есть сплав по реке есть, а рафтинга нет. Непонятно, когда он вообще есть. Ну, окей. Так. Ну и реально получается все. Ну, то есть в Adventureland только вот прокатиться, получается, по речному сплаву, без рафтинга. Ну, окей, ладно, пойдем сейчас следующую точку исследовать. Немножко они меня расстроили. Показываю дальше, что история игрушек, Grizzly Gulch и Mystic Point рядом находятся. Здесь безумно вкусно попкорн. Интересно, сколько он здесь стоит? 45. Это 450 рублей. Даже больше 500 рублей. Так, Grizzly Gulch. Grizzly Gulch. Здесь находится самый страшный аттракцион. Сейчас мы по нему пройдем. Выглядит. У каждой локации есть фотозона, можно подойти, сфотографироваться. Но я думаю, что нам пора с вами на очередь. Мир Дикого Запада. Так, вроде бы очередь сюда. 20 минут ожидания. Окей. Так. Вагонетка на территории Гризли очень крутая, мне вообще понравилось. Особенно, когда тебя крутит назад. Это не страшно, но это прям весело. Говорят, кстати, ушки снять. Ко всем подходит и просят снять, потому что аттракцион очень быстрый.
каждый час проходят различные представления, там с Микки Маусом, его друзьями. Можно следить по приложению, так оно и называется, Disneyland Гонконг. Но тут нужно выбирать либо представление, либо аттракционы, либо фотографии, потому что везде очереди. Кстати, я не вижу приоритетной линии именно для того, чтобы фотографироваться с персонажами. Но ничего страшного. Вообще можно, кстати, купить двухдневный билет. По стоимости он отличается всего лишь на 1000 рублей. 639 стоит один день, 2 дня стоит, по-моему, что-то 739, могу ошибаться, посмотрите на сайте стоимость, потому что я не подходила к кассам особо. Следующий Mystic Manor аттракцион. Я уже вхожу на него, с Мишкой пообнималась, с Мишкой сфоткалась. Так, ага, вот опять лабиринтом проходим. Это третья территория, которую я посещаю, даже, можно сказать, четвертая. То есть мы посетили Main Street USA, посетили Adventureland, посетили Grizzly, и сейчас, получается, я на четвертой территории, которая называется Mystic Point. Получается, у меня осталось еще две. Это истории игрушек и Tomorrowland. Здесь пропускают уже сам лабиринт. Yes, Albert, that's you. Now run along. Well, for several years now, Albert and I have traveled the world in search of rare and precious artifacts for you to enjoy as you tour our home in Mystic Manor. These are just a few of our treasures. And here's our latest acquisition, an ancient music box. Legend has it that this charming music box, the little fellow can't keep his hands off that music box. Yes, you like that box, don't you? We'll examine it later. Inside full times. Be sure to watch them too. Немножко темновато, ничего не видно, а дальше, я думаю, вообще будет темно. Не знаю, есть смысл записывать. Сейчас отправимся в мистический лабиринт. Я просто в восторге, это так здорово, я в шоке. Здесь Абу, я обожаю Абу, 169, маленькая игрушечка. Короче, это здорово, это не просто, знаете, как кинотеатр, это ты просто ездишь, и там визуализация, эффект 5D. И получается, что перед тобой оживают предметы, они становятся страшными, вас пытаются напугать. Очень здорово, я в восторге. В час дня там начинается приветствие Микки Мауса и Мини. Думаю, может быть, дойти, потому что время как раз к этому подходит. А пока я разберусь и найду, время уже пройдет. Ну, просто забавно, что еще
недавно, что писали, что входит бесплатный вагон, но я его так и не видела. Это получается, сейчас мы гуляли по Mystic Point и были внутри этого дворца. Так, интересно, что это такое. Видимо, что-то снова закрытое. Вот даже интересно подойти и посмотреть, потому что людей здесь нет, а значит, это не работает. Ну да, что-то еще не рабочее. Я знаю, что аттракционы еще здесь пополняются, новые открываются. Например, вообще 2 локации, как Гризли и История игрушек, они открылись, по-моему, самыми последними. Поэтому аттракционов становится здесь больше. Я пришла к главной площади, здесь должно начаться представление совсем скоро. Все гости сели по обе стороны, слева и справа. Сейчас будет парад. Deep in your
Hey guys, quit monkeying around and say hello to all our new friends. Ничего не успеваю, время уже почти 3 часа дня, представляете, я в парке 4 часа, я практически ни на чем не прокатилась. Ну, то есть я была, получается, на сплаве, прокатилась в Гризли, посмотрела мистическое шоу, посмотрела парад Диснейленда. Потрясающие, такие танцоры. Там была вся история про Льва Симбу, его друзей. Это было фантастически. Сейчас не знаю, что делать. Либо идти в Tomorrowland, либо идти в Toy Story. Я еще посмотрела на карте приложения. Везде очереди по 30-40 минут. Блин. В общем, я сейчас пытаюсь попасть на территорию Toy Story. Мы говорили, что курсирует еще какой-то вагон между всеми территориями, да, то есть вы можете там быстро перебраться с Mystic Point до Toy Story и так далее, но по факту я хожу везде пешком, потому что я не вижу этого мистического транспорта, который якобы здесь есть. Ну и вообще я не понимаю, где он может быть.
когда здесь столько людей и все дороги просто переполнены. Я вот иду, еще сталкиваюсь с людьми другими, а тут еще будет какой-то транспорт ходить. Непонятно мне. Так, из Мистик Пойнта выходим и приходим в Тойленд. Так, получается, я сюда захожу первый раз. Нам нужно вот на ту горку, она самая страшная. Хватит на эту крутую штуку. Там, конечно, 40 минут говорят ждать. Ну, подождем. Этот аттракцион называется RS Racer. Мы уже сидим. Ушки я сняла, чтобы их не потерять, потому что будет, видимо, какая-то скорость большая. Не знаю насчет камеры, пока ничего не сказали. Может, получится снять, может быть, нет. Друзья, это было классно, но у меня отобрали камеру. Блин, жалко, до этого не отбирали. Но это типа считается самый такой страшный аттракцион. Но было весело, и вообще не страшно, прикольно. Хочу сейчас еще вот на этот. Сейчас я каталась вот на этом. На прокат здесь берут, кстати, такие коляски за 150 гонконгских долларов. 1500 рублей. Блин, 50 минут, 50 минут. Я на этот аттракцион стояла 50 минут. 50. Походу это все. Здесь еще есть аттракцион Плуто, но, ребята, 50 минут. Я не буду стоять ради этого аттракциона. Я, наверное, пойду на следующую территорию. Стала в очередь, чтобы сфотографироваться с Базом из истории игрушек. Еще одна территория, Фэнтезиленд. На улице уже не так жарко, как было с утра. Фэнтезиленд мы видим дом Мерлина, где можно также купить сувениры. В кафешках очереди. Здесь у нас получается сад. Людей меньше в парке не стало, мне кажется, даже больше. Сейчас давайте пройдем Fairy Tale Forest. Здесь посмотрим. Скорее всего, тоже будет какая-то большая очередь. Сегодня нет дождя, поэтому людей много. Вот здесь можно познакомиться с Тинкербелл из Питер Пэна, фея. Здесь большие книги сказок. В общем, очереди в этот парк нет, Тинкербелла я не нашла.
Здесь можно ходить, смотреть на красивые места. Я очень быстренько пройдусь, потому что я уже ничего не успеваю. Мне скоро нужно уже ехать обратно. Так, красавица и чудовище. Парк. Здесь замок. Сад Золушки. То есть вот здесь вот можно крутить. И вот здесь на книге. И здесь, получается, появляется сказка. То есть вот здесь вот крутит книгу, и замок закрывается. Сказочные персонажи находятся здесь еще не все время, то есть они приходят и уходят, нужно следить за временем, но так как у меня времени немного и где-то я выбираю лучше прокатиться на аттракционе, чем встретиться с персонажем, я не ко всем успеваю. Например, я не успела к Микки и Минни Маусу. Я увидела, что там очередь на 2 часа, и я решила пропустить. Называется карусель Золушки на лошадке. Сейчас поедем. Посмотрите, какой красивый здесь ресторан, банкет холл. Блюда у нас, ну, по 140, по 180 суп, по 160. В общем, на наши деньги за блюдо 1500-2000 рублей. Карусель Золушки называется. Так, а здесь у нас получается аттракцион Винни-Пуха. Едем в дом Винни-Пуха, посмотрим на этот аттракцион. Ну, он такой тоже, знаете, детский, но стояла, наверное, минут 30 ждала. Ой, там были опять интересные спецэффекты, как будто бы и дождик льет, и появление было красивое. Все, конечно, сделано очень красочно и очень по-детски. Здесь, конечно же, очень круто с детьми, но мне тоже нравится эта атмосфера сказки. Так, закончили вроде бы с Фэнтезиленд, самое основное посмотрела. Единственное, я не фотографируюсь практически ни с какими персонажами, и вообще практически не делаю контент на телефон, потому что сложно делать и на телефон, и на камеру одной. Я думаю, что Кирилл зря не пошел, потому что ему вот этот парк понравился. Он такой красочный, живописный, волшебный. Нет страшных аттракционов, которые он не любит. Зря не пошел. Также здесь есть еще 5D кинотеатр, но я его пропущу. Там прям раздают очки. Но, скорее всего, придется ждать, а у меня остался всего лишь 1 час для того, чтобы посетить еще одну площадку. Это Tomorrowland, и мне еще дойти до нее нужно. На главном площади сейчас проходит спектакль. Я на него не останусь.
картинки и чуть-чуть в памяти. Поэтому буду стараться вам показывать то, что есть. В быстром формате это Tomorrowland. Здесь аттракцион, а там все фотографируются с героями Марвела. О, черная вдова. Так выглядит черная вдова. Очередь, как обычно. Здесь вот все фотографируются с черной вдовой, пытаются принять ее позы. Я побегу на аттракцион, потому что вообще ничего не успеваю. Ребята, был очень классный аттракцион. Не запомню его название, сейчас найду и посмотрю. Дело в том, что там тоже как бы этот вагончик, тут практически все аттракционы это вагончики. Ой. Вот. И ты смотришь какие-то шоу в этих вагончиках. Но это был быстрый, и там все было темно, но ты словно находишься в космосе. Это очень здорово. Называется он Hyperspace Mountain. Вот. Но единственное, знаете, что мне грустно? Грустно, что ты либо катаешься на аттракционах, ну, с обычной очередью, либо ты смотришь шоу и фотографируешься с персонажами. Хотя даже смотреть шоу, ты не будешь успевать фотографироваться с персонажами, только, ну, с некоторыми. Поэтому у меня получилось некоторые комбо. Я какие-то шоу посмотрела, я покаталась не на всех аттракционах. Я думаю, что вот этот сейчас будет последний у меня, потому что, видите, да? Ну, это очередь на полчаса. Поэтому вот на этом аттракционе прокачусь, может быть, захвачу еще каких-то персонажей, но очень мало шансов. Просто все уже бегут, потому что дело идет к закрытию. Ну, наконец-то я села на эту орбиту. Меня посадили вперед, наконец-то. У меня здесь есть контроль. То есть я смогу подниматься выше и ниже. Ждем запуск. Полетели. Так, давайте попробуем управлять нашим космическим кораблем. Вверх. Так. О! Ай, мои ушки чуть не слетели. Вниз. У-у-у. Вверх. Вверх, 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 вверх. А теперь вниз. И наверх. Так, я прокатилась на орбите. Это мой последний аттракцион. Максимум, что я сейчас хочу посмотреть, сидят ли еще какие-нибудь персонажи. Ну, прям очень быстренько, потому что меня уже ждет Кирилл. Мы должны собираться. Завтра мы вылетаем в новую страну. Это холл Железного человека. Я решила быстренько по нему пройтись. О, Железный человек, привет. Continent of Asia. The building is run by the largest arc reactor I've ever built. Компания Stark. Hong Kong's Stark Tower is a symbol of our company's obsessive dedication to providing clean energy for everyone. В конце выставки ожидает 5D кинотеатр. Выдали очки. Здесь темно, снимать не буду. Ребята, я все, потому что я посмотрела очень многое. На улице стемнело, меня практически не видно. Через час у замка, вот у этого, будет шоу, но я на него не остаюсь, потому что пора бежать. У нас самолет ночью, вещи еще не собраны, нужно собирать. Вот, это шоу очень красивое. Если будет в Диснейленде, обязательно его посмотрите, не упустите эту возможность. И еще чуть не забыла вам сказать, все-таки одного дня мало для того, чтобы посмотреть вообще все шоу, сфотографироваться со всеми персонажами. Вот видите, будний день, а я в очередях стояла 20, 30 и даже 40 минут, это где-то один раз 50 минут. Поэтому учитывайте это и берите билет на 2 дня. Проводите здесь прекрасное время.
Тем более стоимость билетов на 2 дня и на 1 день, у них не такая большая разница, всего лишь 1000 рублей. Друзья, напишите, любите ли вы аттракционы, любите ли вы мир Диснея, какие ваши любимые персонажи. Мне вот безумно интересно, и напишите, как вам этот парк. Слишком детский или просто волшебный. До новых встреч, всем пока!